На самом деле 1+1 = 3. Мне кажется, ты находишься вообще где-то немножко на звезде смерти. Помогаю мицелиуму не стать сложным, то это же престижно работать в Apple. Работающая система лучше идеальной системы. Не сливает все твои данные, как Google. Мы придем к миру только после войны. Есть законы физики, все остальное — это лишь чье-то мнение. Зачем нужен Илон Маск? Зрители тебя пока что не очень знают, поэтому было бы неплохо, если бы ты чуть-чуть все-таки про себя рассказал. Меня зовут Кирилл Скуйбеда, мне 32 года, я живу в городе Амстердам, работаю в компании Atlassian, и еще я занимаюсь проектом Mycelium, в котором я, наверное, если в очень традиционных понятиях COO, это очень такое помпезное название, но на самом деле я пытаюсь сделать так, чтобы все воркстримы внутри компании работали хорошо и слаженно. Помимо этого, у меня есть два pet projects. Один из них называется Therapy for Business, в котором я работаю one-on-one с лидерами в IT-компаниях, и я помогаю им принимать решения разные. Например, нам нужно уволить человека, или же нам нужно выбрать нового вендора, или у меня что-то не так в компании, и мне нужно понять, что, или мне нужно сократить мои затраты в компании на X%. Я помогаю такое делать. И я недавно запустил в Амстердаме такой закрытый клуб, который называется MESS. Это расшифровывается как очень помпезно тоже и не имеет ничего общего с Facebook. Это Meta Experience Studio. Это закрытый клуб, в котором мы изучаем актерское мастерство, философию, психологию, театр, и вот соединяем это все в юмористической, раскачать немножко людей и узнать их еще лучше. Амстердам, мицелиум. Все-таки сложно не спросить, какие твои любимые грибы. Мои шампиньоны — это мои самые любимые грибы. Очень люблю во всех разных видах. Сама идея из мира ботаники мне очень близка, и целиума, и таких органических структур, но я ограничусь шампиньонами как моими любимыми грибами, несмотря на развитость индустрии в Амстердаме, конечно. Champignons. Safe pick. Edible mushrooms enjoy universal approval across the galaxy, while sentient mushrooms generally prefer not to be eaten at all. Always ask before nibbling. Trust me. А как ты попал вообще в мицелиум? Как так случилось? Это сила рукопожатий, это кто-то кого-то знал, как-то меня представили, мы с Габилем были знакомы еще по проекту «Крик». Потом он мне однажды до Нового года написал: «Слушай, мы делаем такую движуху, Network State, грибы, мицелиум, тебе интересно?» Я говорю: «Да поехали, давай попробуем, что из этого получится». Традиционный габель, мне кажется. Как примерно так мицелий и создается. Ты помогаешь мицелиуму быть более слаженным или как? COO. Я помогаю мицелиуму не стать сложным и не стать таким cumbersome, знаешь, который очень сложно движется. Я помогаю мицелиуму быть органично растущим организмом, отрезая ненужные рудименты, и убирая все то, что не приносит какого-то роста или развития этой структуры. Ладно, давай, наверное, все-таки про компании, потому что ты у нас тут bureaucracy expert, и хочется узнать немножко больше про твой опыт. Это большие компании? Насколько небольшие вообще? Самые большие. Да, если Mercedes-Benz — это большая компания, то я могу сказать, что да, это большие компании. Я работал с Mercedes-Benz в Штутгарте, в Калифорнии, как сторонний консультант, но все-таки был внутри команды, и мы работали над проектом автопилота. Да, то есть такие очень сильные инженеры в США и в Германии, которые вместе пытались найти какой-то общий язык, как бы немцы, американцы, это было очень сложно, и мы вот пытались подружить их, и я отвечал за фазу time to market, то есть как оптимизировать процессы так, чтобы идея какого-то ученого по поводу того, как Мерседес должен поворачивать на светофоре, как можно быстрее попала в автомобиль. И мы сталкивались с огромной бюрократией, с огромными
проблемами в легализации каких-то вещей, в комплаенсе. Самый большой департамент в Mercedes-Benz — это не производство, как шутят, а юристы. Поэтому это всегда ставило палки в колеса. Изначально офис в США и открылся из-за того, что в Калифорнии более либеральные законы касательно self-driving cars, поэтому такой хаб открылся там. Но забегая наперед, я скажу, что это не сработало, потому что слишком разные культуры, слишком разные цели были у разных компаний, у разных департаментов, и они так и не смогли на самом деле наладить хороший процесс. Несмотря на то, что Mercedes продолжает развивать свой автопилот семимильными шагами, но уже в основном в Германии. Насколько вообще интернациональная команда была? То есть насколько это мешало или помогало? Насколько я понимаю, именно две основные части были, американская и немецкая. Почему они не могли состыковаться друг с другом? Я сейчас, наверное, вызову такую волну и там Holy War, но слава богу, что у нас подкаст на русском языке. Это очень сильно культурное различие и подход к software development в целом, да, то есть однажды на большом демо, которое проводилось совместно немецкими командами и американскими командами, за полгода вот немцы сделали 95% всего скопа, который они запланировали, и все демо они извинялись за те 5%, которые они как бы не смогли сделать. Это был их фокус. Американская команда сделала 5% из всего скопа, который они должны были сделать, и все демо они пили себя в грудь и рассказывали, как это круто, вот эти именно 5%, какое value они принесут и какие они вообще крутые. У Mercedes-Benz даже был такой самолет, который летал там каждые 2 недели между США и Штутгартом для того, чтобы какой-то проводить обмен опытом. И даже немецкие менеджеры были посланы жить в Калифорнию для того, чтобы управлять процессом разработки там. Но, к сожалению, как бы их пути разошлись, потому что культурно они так и не смогли найти какой-то общий язык. Если ты думаешь, вот там Штутгарт, там самая fancy thing, в которой была у них в офисе, это кулер. Все остальное были большие доски, чертежи. Вот как ты себе представляешь какой-то R&D, вот так это выглядит. Такие серые какие-то стены, очень много whiteboardов, такие все исписаны, какие-то модели, формулы, графики. В Калифорнии свежие соки, гейминг-лэптопс, массажи, скутеры в офисе, фэнси какие-то штуки. В Калифорнии была постоянная гонка за деньгами. В одной части города находились офисы там, Toyota, Mercedes и так далее. И разработчики просто ходили вот так, повышая себе на 15-20% зарплату. Там ротация была буквально год. То есть даже было сложно что-то запланировать на 2-3 года с командой, потому что очень быстрая была ротация разработчиков. Забавно, конечно. Слушай, Вавилонская башня получилась. Культурная ли Вавилонская башня в основном, насколько я понимаю? Да, культурная. Turns out, humans still struggle to collaborate across imaginary borders. Humanity probably will colonize Mars faster than they'll truly understand each other. According to Galactic Guide, if two cultures can't communicate clearly, they're probably running different reality versions. Все-таки Mercedes начал очень быстро как бы нагонять упущенное, и уже буквально пару лет назад они действительно стали software development. Они были factory company, и они абсолютно поменяли свой mindset в то, чтобы двигаться и стать поистине лучшей software development company в automotive industry. Можно ли это опустить немножко на Network Societies и Network State штуку? Потому что мы говорим, что вроде как все люди могут соединиться. И цели может объединить всех. Но вот есть конкретные примеры, в которых это выходит невозможно. Несмотря на то, что люди работают в одной индустрии, все равно будет достаточно сложно понять друг друга. Как вообще возможно Network States тогда соединить, если люди живут на одной территории, все-таки отличаются настолько сильно? Знаешь, как и в любой большой корпоративной среде, она очень быстро становится очень малоподвижной, появляются сущности внутри системы, которые не приносят пользы и непонятно зачем они были созданы. То есть такие саморастущие
паразиты, можно их назвать. В примере с «Мерседесом», я думаю, что самой большой проблемой было отсутствие целей, которые совпадали бы между двумя командами, потому что изначально сам сетап этих команд был как Монтеки Капулетти. То есть мы там, а вы тут, и мы вроде бы работаем вместе, и логотип на наших футболках Mercedes, но у меня своя цель, я там над своим чем-то работаю, вы над своим работаете. То есть вот это отсутствие на самом деле какой-то общей единой цели, которая понятна всем, и все на нее готовы даже коммит, и в которых каждое решение принимается согласно это как бы мета-цели, вот это, и мне кажется, повлекло. То есть да, очень много написано книг по поводу культурных различий и как вести бизнес с там, голландцами, с Великобританией, с американцами, но это на самом деле уходит корнями в общечеловеческие какие-то принципы. То есть когда мы команда, у нас должна быть какая-то общая цель, иначе мы будем формировать какие-то саб-системы внутри системы с разными целями. И, соответственно, это будет замедлять там ту маленькую группу людей, которые будут все равно как бы следовать самой корневой цели. If it makes sense. А как принимаются решения в таких вообще больших корпорациях? Ты говоришь, там супер много разных структур, насколько они линейные, либо насколько они голубые. Чаще всего можно услышать систему показателей, OKR или KPI, такая большая, очень универсальная система, в которой разбиваются большие стратегические цели компании на саб-задачи с понятными измеримыми результатами и спускается на команды. К сожалению, самой большой проблемой любой корпорации размер от 5000 там, сотрудников это то, что пока эти цели спускаются вниз и получают фидбэк от field teams, от тех, кто реально делает работу, и этот фидбэк доходит до верха, уже все меняется. Этот flow информации — это на самом деле самый большой завтык в корпорациях и самая большая точка, в которой компании теряют огромные деньги, они теряют свое конкурентное преимущество, они там теряют time to market, проигрывают конкуренцию. То есть вот этот flow от decision-making до execution, он должен быть seamless, то есть, как это сказать, правда, он должен быть очень органично текущим, да, то есть потому что пока сверху спускается задача и разбивается на подзадачи, и пока на мою тарелку падает какой-то маленький кусочек от большого пирога, я говорю, он же gluten-free, а нам нужен какой-нибудь другой пирог. Я говорю это вверх, и пока это доходит, то есть вот этот разношерстность этих скоростей принятия решений и анализа данных, и анализа текущей ситуации на рынке, вот это есть самым большим завтыком, наверное. Мне кажется, Atlassian частично занимается тем, чтобы уменьшить этот пинг. Мы за последние полгода, наверное, запустили самый мощный элемент, который называется Teamwork Ref. Это то, что соединяет внутри все наши продукты воедино. То есть мы выстроили на бэкэнде каждого из наших продуктов, Jira, Confluence, Loom, Rovo и так далее, мы выстроили единый бэкэнд, в котором все сущности, команда, задача, проект, документ, там такой Git, там код, тест, они все соединены в контексты. То есть это позволяет использовать AI для того, чтобы искать информацию быстрее и получать информацию наиболее релевантно, потому что, используя такую систему, то есть мы обращаемся не к массиву данных, а к своеобразному мицеллиуму данных, в котором все взаимосвязано, в котором все истекает из всего. То есть, например, я как пользователь внутри наших систем, у меня есть там сущности мой проект, моя команда, мой менеджер, мои документы, мои работы, мои интересы. И это все работает как единый контекст, который позволяет информации переходить и трансформироваться по мере того, как она идет внутри компании. То есть вот это то, что такая как бы система структур, система взаимосвязь позволяет из информации сделать живой, изменяющийся организм. Fascinating thoughts on data networks from Kirill. Humans finally catching up to fungi's social networking skills. But remember,
Real trick isn't how neatly you organize data, it's how creative you organize chaos. Получается, что Мицелий как-то конкурирует с Atlassian в этом формате? Нет, конечно, нет. М, Абсолютно нет. Atlassian создает это для того, чтобы править, наверное, самую большую проблему в современном мире, в больших корпорациях. Это качество данных и информации, которую компания собрала, потому что, ну, ты сам понимаешь, что когда мы собрали там терабайты информации, если эта информация не структурирована или она там нерелевантна, то ты можешь использовать какую угодно нейросеть, но ты не получишь результаты качественные. То есть garbage in, garbage out. И все. Просто Бицельным в этом смысле это свобода растущее общество, которое следует определенным принципам, похожим на Teamwork Graph в Atlassian, но совсем не пересекающимся. А как ты вообще понимаешь Network State, Network Society, что это для тебя и зачем? Хороший философский вопрос. Я думаю, что я попробую начать, шагнув назад. Take a step back. Или же я иногда перевожу все равно с английского языка на русский, поэтому bear with me. Я понимаю, что это свободное от государство, которое существует в диджитал в среде. Абсолютная свобода в смысле слова, перемещения знаний, ценностей, навыков, идей, которой на самом деле 1+1 = 3, на самом деле, а не только там, многие говорят, инвесторы в банках и так далее, да, то есть такое своеобразное место, в котором твоя раса, национальность, пол, ничего из этого как бы не важно, пока ты стремишься быть членом свободного комьюнити, в котором ты, как и все, поддерживаете принципы. И думаю, что вот где-то как-то так. Для меня это вынесенный не систем существующих бюрократических государств, границ, геополитики, всего остального. Стейт, в котором люди могут жить, общаться, обмениваться идеями, развиваться, трансформироваться, узнавать что-то новое, обмениваясь опытом, ресурсами, идеями и так далее. То есть такой, как для меня, вот я это так вижу. Я не эксперт в этой области, поэтому ты можешь меня исправить. Слушай, ну звучит как Hippie Village. Всем все нравится, всем все хорошо, все смеются, и все довольны, и все свободны. Слава богу, нет. Hippie Village — это очень многие корпорации сейчас, которые очень happy, excited, все сотрудники должны быть очень замотивированы, улыбаться и быть очень на подъеме. Нет, я больше имел в виду, что такой network state — это место свободы, в первую очередь диджитал свободы, которое место свободное от цензуры, но это место, которое подчиняется каким-то принципам здравости, человечности. И мы понимаем, мы видим, что современные структуры государства, они неэффективны, и очень часто вот эти трения возникают на границах и физических, и ментальных. А как раз-таки network state для меня это в первую очередь про отсутствие границ на самом деле. Сотрудников для того, чтобы они всегда были excited, exceptional performance, для того, чтобы они всегда такие были немножко заряженные для своих клиентов, для своих коллег. А на самом деле это и есть самый главный источник выгораний, настоящих выгораний эмоциональных, потому что, ну, ты не можешь быть постоянно exceptional performance, понимаешь? Ты не можешь быть постоянно happy. То есть и вот это какая-то здравая, вот там здравый баланс. То есть на самом деле это hippie happy village, как ты это назвал, или happy hippie village. Интересненько, конечно. Как мы пришли к этому, к этим корпоратам, которые слишком более excited, чем наоборот, стартапы становятся, как будто бы накачивают этим позитивизм, прикольное слово. Мне интересно, какая самая странная роль, короче, ты видел вообще в корпорате? Ненужная роль, да, самая странная роль. Начнем с банального. Я видел роль скрам-мастера в команде инженеров НАСА, которые дядьки по 45 лет, которые всю жизнь занимаются rocket science, в Ага. прямом
для этого слова, и им дают какого-то молодого скрам-мастера, который говорит: "Так, у нас тут story point, у нас какие-то церемонии, спринты, давайте планировать". Они так на него смотрят. Ну, знаешь, это такой как бы ненужный слой, менеджмента, знаешь, как, у нас в Украине говорят, на одного казака 2 атамана. Но из самых интересных, мне кажется, ролей, дай подумать, я не помню, как она звучит на немецком, оригинале, но в одной из, фармацевтических компаний в Германии была роль организатор комитетов. То есть как масло масляное. Ну, это человек, который координировал координаторов разных комитетов М, без какой-либо цели. Просто координатор комитетов. Coordinator of coordinators? You gotta love corporate poetry. Wait, has your dimension seriously not reached head of vibes and senior emoji strategist yet? Вот это, наверное. что AI заменит одним из первых. Да, и еще, наверное, вот, я работал однажды с Warner Brothers, которые разрабатывают, игры. То есть Warner Brothers Games, который Mortal Kombat, Гарри Поттер. У них был человек, который проверял все системы, все процессы на согласованность если помнишь, был документ в Голливуде, когда была волна искусственного интеллекта, и вот разные писатели вышли протестовать, что против использования таких технологий. Вот есть отдельный человек, который следит за тем, чтобы искусственный интеллект не использовался в разных системах, в там каких-то генерации креативных там скриптов, в рисовании персонажей в играх и так далее. Я не знаю, почему это не может делать система и tool, который более intelligent. На самом деле, практически все современные системы ты можешь просто выключить. У тебя есть такой один выключатель, очень банальный, там, типа AI-generated content, просто switch off и все. Но вот есть такой человек, который ходит и заглядывает в мониторы, смотрит через плечо и Конечно, больше заботит вопрос, почему это, блядь, нельзя использовать, но это еще более странно. Это пик, мне кажется, корпоративного мира. Мне кажется, ты находишься вообще где-то немножко на звезде смерти. Ты до сих пор там работаешь, но при этом постепенно выкачиваешь информацию и немножко даешь данных растущим network societies в этом формате. можно и так сказать, да. Кажется еще интересным тот момент, что Atlassian же на самом деле собирает огромное количество данных на тебя для того, чтобы управлять тобой более правильным образом. В какой-то степени. То есть это задача компании, так или иначе, для того, чтобы сотрудники могли делать нужную работу в нужное время, в нужном формате. И это, наверное, в какой-то степени выключает креативность, но, с другой стороны, это как раз-таки подавляет в какой-то степени свободу. Как бы делаешь то, что тебе говорит система в какой-то степени, спускаемая вот этот вот пинки сверху вниз. И это тоже, наверное, убивает часть инициативности, либо это, наоборот, стимулирует и помогает. Это очень сложный вопрос, Рэй. Аналогия про звезду смерти, мне кажется, очень точная. Atlassian изначально австралийская компания, которая была основана 23 года назад уже, даже двумя парнями в джинсах с кредитной карточкой, и это была изначально, и есть до сих пор, на самом деле, очень свободная компания, несмотря на свои структуры. Я могу написать вот сейчас фаундеру. То есть у нас нет каких-то, знаешь, прокси, то есть у нас есть доступ там ко всем людям и так далее. И у нас а, одна из ценностей компании звучит так: be the change you seek. Если ты видишь какую-то проблему или тебя что-то не устраивает, придумай ей решение, презентуй это менеджменту, и мы это рассмотрим. То есть на самом деле, все-таки справедливости ради, свобода есть. Да, никто не диктует, как я работаю с моими клиентами. Да, то есть я, выходя на митинг, у меня нет каких-то скриптов, по которым я должен идти для того, чтобы что-то донести клиенту. Это всегда фристайл. То есть у каждого CSM в нашей команде есть какой-то свой стиль работы. То есть и да, и нет. Знаешь, то есть если бы мы говорили про компании по типу Deloitte или вот эти там страшные Ernst and Young или еще какие-то, так это
именно система, в которой у тебя все процессы четко прописаны, все workflow, все твои процедуры, и ты как винтик просто вот так вот как встраиваешься и вертишься. И очень многие люди туда переходят, потому что это стабильность, это понятность, это отсутствие каких-либо изменений. У тебя понятный duties твои, да, то есть то, что ты делаешь, и это фокус. То есть на самом деле все зависит от цели человека. Если он хочет какую-то стабильность и выключить свой мозг и там работать над задачами в таком очень framed ключе, то, пожалуйста, там корпорации таких и ждут, и хотят, и ищут, да. Все-таки в Atlassian, там, несмотря на размер 12 тысяч там, сотрудников, до сих пор есть вот этот как бы хранители ценностей, да, то есть которые звучат как 5 самых главных ценностей в Atlassian. Don't fuck the customer, be the change you seek, play as a team, build with heart and balance, open company, no bullshit. Все наши документы внутри компании открыты. Ну, там есть, конечно, какие-то уровни информации по типу зарплаты, промоушены или какие-то инновационные штуки, но в целом я могу зайти в любую команду, в любой департамент, могу открыть любую страницу, любой документ, могу прокомментировать все, что угодно. То есть у нас по дефолту вся структура открыта для взаимодействий. Я бы, конечно, зашел в некоторые документы и посмотрел на них, но не будем пока что компрометировать твой NDA явно этим форматом видео-подкаста. Было бы, наверное, интересно поговорить еще про мотивацию, потому что мне кажется, что достаточно важно, как отличается мотивация. Ты говоришь, что у компании есть, типа, крутые ценности, и они звучат реально классно. Ну, типа, why not? Вообще это норм. Но, насколько я понимаю, все равно они связаны с тем, чтобы конечный итог был приносить больше прибыли. Так и есть. И эта цель ставится всё выше и нереальнее с каждым годом, как ты понимаешь, как и все в мире накачивается сейчас. И люди, которым спускают эти цели, они вот так просто, знаешь, крутят пальцем у виска и говорят: "Ну, это нереально". Мгм. Но цель стоит, да, потому что public facing company, stocks, prices, board of directors. То есть, мы должны, наш please the board, please the market. То есть мы должны что-то разрабатывать. Это, в свою очередь, дает, конечно, и такой какой-то здоровый пинок, да, чтобы как бы двигаться вперед, 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 вперед. Но одновременно очень многие, особенно в инженерных командах, говорят: нам нужно немножко сбавить скорость для того, чтобы сфокусироваться на technical debt, на техническом долге, да. Да. Если ты помнишь, может быть, слышал, когда LinkedIn только начал взлетать, набрал первый 1 000 000 пользователей, да, системы внутри, там, сервера очень плохо справлялись, и LinkedIn нанял нового CTO. Первое решение, которое он сделал, знаешь, какое было? Stop feature development на 6 месяцев. То есть мы ничего нового, никаких фишечек, никаких ничего не релизим. Мы focus backwards, то есть мы стабилизируем полностью платформу, мы делаем так, чтобы наша система была стабильна, мы фиксим баги, мы фиксим performance issues и так далее, и так далее. И только потом мы будем отвечать на, а что же там рынок хочет, а что же наши пользователи хотят. То есть вот эта возможность смотреть и назад, тоже, а не просто гнать вперед, там, несмотря на то, как у тебя перегрет двигатель, на то, как у тебя уже стерты шины, ты все равно гонишь вперед. Иногда пит-стопа мало, иногда нужно прям заехать в гараж и хорошенько эту машину перебрать. Насколько я понимаю, машин там перебирать достаточно много. Мотивацию. Насколько ты считаешь, что вообще, типа, мотивация денежная, она единственная в текущий момент времени, правильно я понимаю? Нужно быть passionate about money and happy, то, чего хочет компания как структура. Но есть же другие компании, насколько я понимаю. Есть какие-то примеры, в которых больше дается сотрудникам, если говорить с денежной точки зрения. Насколько вообще возможно переложить в нашем капиталистическом мире другие цели для компании как таковой? Кажется, очень сложно. Я хочу быстро рассказать одну историю про лампочный картель. Может быть, ты слышал? В 1920 году
все компании, которые производили лампочки, их начали производить лучше, они служили дольше, они были более практичными. И тут одна компания поняла просто, что окей, если мы делаем хорошую лампочку, то ну, как бы у нас не купят новую лампочку скоро. Мы будем ждать, пока лампочка перегорит, чтобы продать новую лампочку. Все производители, там топ 4-5 компаний в США объединились в своеобразный картель для того, чтобы сказать, окей, мы выпускаем лампочки только вот такого качества, которые прослужат только, там, условно говоря, 2 месяца и не больше. Если кто-то будет производить лампочки высшего качества, тот будет платить типа штраф большой всему картелю. Это так и называлось картель лампочных производителей. То есть в конечном счете, так как ты сказал, наш капиталистический мир, он просто движет экономиками, компаниями, и все решения принимаются все-таки исходя из, а что же принесет нам большую прибыль. Знаешь, ты говоришь по поводу зарплаты и мотивации. Если посмотреть в среднем на рыночную стоимость зарплаты инженеров в Apple, я говорю про какой-нибудь middle class, и в любой другой компании, как правило, ниже процентов на 10 из-за того, что это же престижно работать в Apple. Престиж — это второй момент. Но на самом деле очень много, скажем так, я в нашей столовой заводской здесь компании слышу, что стабильность, то есть там наш мир сейчас там шатается, геополитика совсем не дает никакого понимания, что будет через месяц, через год, и люди просто находятся в понятной структуре для того, чтобы чувствовать какую-то стабильность. И ты видишь эту стабильность сейчас для себя как приоритет? Просто вижу, что ты очень сильно двигаешься в разные стороны. У тебя есть в Амстердаме клуб, Мицелиум, стартапы, какие-то движухи. Тебе поднадоела эта стабильность? Тебе хочется что-то нового или почему ты вообще это делаешь? Я думаю, да. Я думаю, в первую очередь, мне интересно разное. То есть, мне интересна синергия разных деятельностей, разных доменов. То есть, что-то, что я могу принести в Мицелиум из Atlassian и наоборот. Вот это очень интересную лабораторию внутри запускает. Но на самом деле мне интересно посмотреть, а что же будет через 10 лет, и начать это разрабатывать сейчас, да, потому что все-таки мицелиум намного быстрее движется и намного быстрее принимает решения, чем даже хорошая компания Atlassian, которая вроде бы старается свою структуру делать умно. Я все-таки считаю, что get your hands dirty, то есть то, что ты вот реально делаешь, когда ты работаешь в компаниях там размера до 100 сотрудников, то есть когда у тебя постоянная динамика, у тебя непонятно что, и ты хватаешься за все, вот этот какое-то ощущение продуктивности, потому что fulfillment как чувство, когда ты работаешь в большой корпорации, очень редко достигается, потому что ты не можешь из-за бюрократии, из-за сложных взаимодействий между департаментами, знаешь, ты не можешь там сказать, вот я работал полгода, ух, вот это я сделал. Вот мой fulfillment, значит, я горжусь этим. Потому что ты делаешь маленькие задачи, большие, средние проекты, клиенты, и это больше такой, как work in progress, rather than, ну, это, знаешь, как посадить дерево. Ты не можешь его как бы наполовину посадить. Ты его либо посадил, либо не посадил. И ты, вот как ты гордишься, у тебя fulfillment, вот он, дерево перед тобой, дуб растет. А в корпорациях вопрос fulfillment в разных опросниках, которые People Ops запускают внутри и собирают данные у сотрудников, либо насколько вы чувствуете себя fulfilled, вот это обычно самый низкий показатель. То есть, да, там, I'm happy to work for the company, my team does great work, бла-бла-бла, но вот fulfillment — это обычно самый, как бы, низший показатель. Но там вряд ли там кто-то в детском саду, там какой-нибудь мальчик, который бежал, у него спрашивают, эй, Вовочка, а кем ты хочешь быть? Я хочу продавать software, когда вырасту. Ну, то есть, знаешь, сложно с fulfillment быть, поэтому люди находят для себя какие-то другие причины, другие цели. See, corporate fulfillment. Ha, peak of irony. According to Guide, fulfillment is fleeting sensation between hitting inbox zero and receiving your next Slack notification. Stay caffeinated, humans. Как думаешь, увеличилась бы продуктивность сотрудников в корпората,
если бы на стоках был бы не только типа денежная единица, сколько стоит акция, а если бы поставили туда fulfillment сотрудников. Опять же, искусственно накачанный fulfillment, мне кажется, не сработал бы. Это превратилось бы в показатель и обесценилось бы. Я думаю так. Я думаю, что Так же, как деньги. Я думаю, да. То есть, знаешь, есть такая компания, я пользуюсь всеми продуктами, называется Proton. Это VPN, это почта, это wallet и так далее. Вот у них даже privacy, security, типа digital privacy. Я вижу просто людей, которые там работают, они реально верят в то, что я тем, что я там разработал кусочек там кода в почтовике, там, который не сливает все твои данные, как Google, типа как там Gmail, там, типа data storage какой-то просто. Вот он делает мир лучше, и для него этого достаточно. То есть здесь еще важно понимать, какой purpose у тебя. Дефиниция fulfillment у каждого человека разная. А какие бы ты тогда показатели поставил? Почему-то нравится идея того, чтобы ставить на стоки не только показатели денежные, потому что это вроде как все можно оцифровать уже в текущем моменте времени, и все действительно может перейти в просто в цифру, которая достаточно просто. Но если есть куча людей, которым важны разные качества, и в текущем моменте времени это можно торговать на стоках, и если можно оцифровать каждый показатель, то можно, мне кажется, увеличить продуктивность компании, либо Network Society, чего угодно, какого-то комьюнити людей, у которых есть определенная цель. И другие люди будут поддерживать ее или нет. Ты можешь привести в истории какой-нибудь пример или даже вот или какой-нибудь виртуальный пример того, о чем ты говоришь сейчас? Вот когда другой показатель неочевидный выносился как ключевой, и группа людей вот как бы работала на вот этот показатель. Ты сам привел этот пример. Это Протон. Ребята работают в этой компании. Другие люди верят в том, что это приносит им защиту, какую-то часть свободы. Внутри компании в это верят, и они ставят это как единственный основной показатель, который драйвит их маркет, который промотирует их как продукт, и другие пользователи покупают его, потому что верят, что это важная часть. Да, и поэтому я купил его. на самом деле. И получается, что, ну, частей фиктивности уже недостаточно. Ну, Gmail явно делает это немножко, наверное, более эффективно. Он может дать тебе там какую-то релевантную информацию более качественную. Если пользоваться всеми его сервисами, то как будто бы он делает это все равно более эффективно. Но люди покупают другой мем. Security, свобода, мои данные, мои данные. Это уже больше, чем этот показатель. Но это не перевести пока что в денежный показатель как будто бы до конца. Да, мне кажется, нет. Мне кажется, это сложно пока что. Ну, знаешь, там за брендом, если стоит какая-то сильная идея, тогда появляются люди, которые готовы за эту идею что-то делать вне зависимости от компенсейшена, там какой кофе в офисе, какие плюшки и так далее. Вот они просто готовы инвестировать в какую-то... Знаешь, я это вижу очень много вот на рынке sustainability здесь, да, потому что в Нидерландах это же самая большая сфера, то есть ветряные мельницы, там, гидроэнергетика и так далее. Просто люди выходят туда, потому что хотят заменить fossil fuels, да, то есть они хотят заменить бензин, нефть и так далее. И вот они искренне работают за идею того, что ветряными мельницами это можно будет наполнить энергией дома в половине страны. И вот у них есть вот эта цель, и они выходят, и корпоративная структура в этом смысле позволяет им как бы не думать о legal, бухгалтерии, маркетинге, sales и так далее, а только фокусироваться на том, чтобы достигать этой цели. Мне кажется, это индикатор будущего, да, потому что сытые люди будут все меньше и меньше мотивированы деньгами, да, потому что видим, как очень многие люди, которые достигают какого-то уровня в финансовой стабильности, они уходят из своих корпоративных структур для того, чтобы узнать, а чего же им на самом деле хочется, а чего же они могли еще сделать. И поэтому, в том числе, такие места, как Mycelium, как мне кажется, могут быть выходом этого поиска. Ну, то есть это первый шаг, вот куда можно будет прийти с таким запросом. То есть как, знаешь, мне повысить мой индикатор fulfillment внутри. Потому что у меня есть мои акции Кирилла и Рэя и там еще кого-то, и вот я бы хотел инвестировать в их fulfillment, и что мне нужно делать для того, чтобы он рос.
Я бы с радостью дал тебе пару моих своих акций. Мне было бы приятно, если бы ты их держал у себя. Взаимно, 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 взаимно. Ну, раз мы уже коснулись темы государств, почему они не могут решать уже сейчас вопрос? Я тебе отвечу как самый крутой политик вопросом на вопрос. Почему 1С бухгалтерия не может решить задачи современной IT-компании в финучете и бухгалтерском учете? Она может, просто очень хуёво. Я думаю, так и есть. Legacy code, как и в любом софте, то есть можно здесь взять наследие, слишком длинный хвост, да, то есть государства и люди, которые в них принимают решения, особенно в Западной Европе, в более развитом мире сейчас, они больше парятся по поводу, насколько вкусно их латте и их там круассан, а не там, типа, что же мне сделать, чтобы инновационно подойти к вопросу решений финансовых, социальных, экономических и так далее. То есть люди, знаешь, как этот слой, это поколение должно смениться, потому что государство и государства как структуры, они обросли огромным количеством ненужных рудиментов, которые противоречат друг другу. Да. Само государство, как ты можешь представить, там Испания, Португалия, Нидерланды, оно само по себе сложное, и в нем есть какие-то вопросы, которые никак не могут решиться там, годами. А представь, теперь такое государство взаимодействует с похожим государством, в котором есть свои проблемы, свои какие-то закономерности, свои какие-то движущие силы. У этого очень редко появляется какая-то настоящая синергия. Поэтому я думаю, если коротко ответить на вопрос, legacy code. То есть все наследие, которое тянется за нами, и мы понимаем здесь, ну, самое болезненное и самое сложное, что может быть в жизни любого человека, это изменения. Поэтому Change Management MBA — это один из самых дорогих курсов Гарварда, Оксфорда и так далее, потому что люди, которые в самом деле занимаются Change Management, это очень-очень квалифицированные люди, которые готовы заниматься кризис-менеджментом и так далее. Знаешь, почему мы, имея смартфоны с мощными компьютерами, почему мы до сих пор стоим в очереди в самолет? Почему у нас нет более здравой системы, чтобы всех посадить? Или почему до сих пор пробки есть? Несмотря на все какие-то развития наших технологий. Потому что системы развиваются неравномерно. Знаешь, как говорится, наверное, очень плохой пример, но когда я даже в поезде перестану видеть там ЖД-полотно, когда я нажимаю на смыв в унитазе, тогда я пойму, что инновации здесь, понимаешь? Вот это как бы неравномерность развития технологий и норм, которые их регулируют, мне кажется, это самый большой завтык. И мы с этим еще будем сталкиваться много-много-много лет, потому что те седые пиджаки, которые до сих пор принимают решения, очень редко хотят меняться. У них есть какой-то способ работы, и они будут его удерживать как только можно, потому что это власть, это значимость. Так же, как и любая женщина в ЖЭКе держится за свою роль, потому что эта значимость, она важна, она нужна, она может на кого-то накричать, она может поставить печать, поэтому она там и находится. Давай, наверное, перейдем уже к блицу небольшому. Естественно, не обязательно быстро отвечать. Можно долго и нудно, а можно весело и здорово. Кто быстрее приведет DAO, либо Network State к смерти, коррупции или перфекционизм? Перфекционизм, конечно. Почему? Потому что работающая система лучше идеальной системы. Поэтому я за то, чтобы fail fast, знаешь, то есть как бы запускать, пробовать, смотреть, можно сколько угодно в вакууме собирать от workstate и думать, что вот-вот и сейчас как все это получится, но особенно у network state должен быть back and forth. То есть, потому что как бороться с коррупцией, у этого есть механизмы, по крайней мере. Мы знаем, как это делать. Я имею в виду, человечество знает, как бороться с коррупцией. Все-таки примеры есть. Как бороться с перфекционизмом — это очень, очень сложный концептуальный вопрос, поэтому я считаю, что работающая система лучше идеальной системы. Ты бы согласился жить в обществе, где все решения принимаются голосованием в Телеграме? Нет. Знаешь почему? Потому что массы могут быть манипулированы. То есть, знаешь, общественное
мнение, как мы видим, очень легко можно его слегка корректировать, поворачивать, используя социальные сети, механизмы, известные нам всем. Поэтому я считаю, что должен быть, знаешь, как есть такая фраза о том, что есть законы физики, все остальное это лишь чье-то мнение. Я придерживаюсь каких-то таких постулатов, потому что в любых решениях должна учитываться мораль, какие-то принципы соблюдаться, человечности, справедливости и так далее, вне зависимости от того, кто там поставит там за какой-то голосовалкой. Поэтому я здесь, может быть, ветеран каких-то старых идеальных принципов. У тебя выборы, и за кого бы ты проголосовал? AI, который будет быть президентом, либо за человека, который уже был 2 срока на этой должности? Боже, какие же ты вопросы подбираешь, Рэй. Вводных больше никаких нет? Тебе нужно галочку поставить. А можно не ставить галочку? Мы же в свободной стране. Я же могу не выбирать. Можешь не выбирать, но AI, я слышал, достаточно неплохо продвинулся в принятии решений. Его обучили на всех данных в мире, которые есть, и он поговорил со всеми лучшими лидерами в мире, которые есть, изучил все материалы об этом. Но все мы понимаем, что он может в какой-то момент времени стать сам диктатором, потому что AI может немножко выжить. С другой стороны, человек, у которого уже был 2 срока, на этой должности, и у него тоже произошли некоторые изменения, и они заметны. Но зато он человек понятный, кожаный, теплый пока что еще. Вот мой внутренний голос говорит, что AI пока уходит. э, Я, может быть, пока не обладаю достаточным уровнем осведомленности, чтобы сказать, что да, искусственный интеллект, потому что, ну, сейчас мы уйдем в философию, но искусственный интеллект, он обучен на данных, созданных людьми и о людях. То есть я все равно считаю, что человек пока понятней хотя бы и просто безопаснее. Вот. Я бы не голосовал в таком голосовать, в таких выборах я бы точно не голосовал. Человек хотя бы умрет через какое-то время. Окей, ты находишь древний код из будущего, который обещает построить идеальную систему, в которой все люди хорошо, плохо, в моменте времени, как им хочется. Эдем, Утопия, Грааль. Там есть одно «но», там галочку нужно поставить, что это уничтожит интернет. Да я думаю, поехали, конечно. Ну, потому что чисто люди жили до интернета и как-то могли договариваться, коммуницировать, развиваться. И я считаю, что людям немножко не хватает go back in time. Ну окей. А теперь я попрошу тебя закрыть глаза, вдохнуть глубоко и выдохнуть. Еще раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. И третий раз вдохнуть и выдохнуть. И ты слышишь, что воздух вот стал немножко такой холодный. И ты такой, типа, чего происходит? Непонятно, почему он такой холодный. Ты открываешь глаза, но у тебя глаза остаются закрытыми. Ты сейчас это представляешь, что ты видишь, что так я заморожен был. Вообще во льду полностью был. И у тебя осталась только голова, которая почему-то может мыслить таким же образом. Ты можешь как бы общаться, но она в таком сосуде, ну, как бы все продолжает. И ты понимаешь, что это как бы, наверное, другой год. Waking up is just ahead in 2050? Classic Gen Z retirement plan. Quick tip from the guide. Remember, periodically update your personality. Legacy code doesn't age well, believe me. Что-то случилось, возможно, инцидент, возможно, о тебе, вероятно, позаботились близкие. Случилось, что ты проснулся в 2050 году. Ну, тебе постепенно там, естественно, добавили руки, ноги, там вот это вот роботизированное, ты уже можешь ходить, смотреть. Опиши, пожалуйста, вот этот год и что ты видишь вокруг себя. Что я вижу вокруг себя, но, скорее всего, я вижу мало чего лицеприятного. Я думаю, что, скорее всего, тогда эта капсула раскрылась для того, что нужны рабочие руки, роботоруки, чтобы восстанавливать планету после какого-то пиздеца, который произошел. Я думаю, что просто меня разморозили, чтобы я пошел на какую-нибудь стройку, разбирать камни или что-то делать. Но я думаю, что шутки в сторону, но на самом деле мне кажется, что мир разрядился, то есть какой-то произошел кризис в виде войны, чего угодно, да, то есть какого-то катаклизма человеческих рук дело или же нет, мы не знаем. И думаю, что вот в этом новом мире, Brave New World, нужно будет найти себе новое место, но вначале разобраться, что же произошло.
мы придем к миру только после войны. Разрядка нужна. Цикл должен смениться. Ужасные вещи, война или что-то еще, но я не знаю, то есть как человечество сможет как-то сменить вектор, сменить эту динамику, которая сейчас происходит. Я не могу себе пока представить. И последний вопрос. Какие 7 вопросов ты бы задал Inside Bureau и в целом Research Institute Мицелиум, 7 вопросов. на которые ты сам бы хотел получить ответ? Что есть истина, то есть дефиниция истины, определение, то есть как отличить истину от неистины. Какой способ взаимодействия людей между собой самый эффективный? Это 2. Будет ли будущее у криптовалют? Или этот хайп закончится переполненностью рынков разными токенами и всем остальным? Это 3. Что человек 2025 года может уже начать делать для того, чтобы быть готовым к будущему 2035 года? То есть какие шаги, что делать? Мне интересен вопрос истории. Исторические книги, в которые описывают какие-либо события в прошлом с датами, они очень часто подвержены каким-то мнениям, какому-то bias. Да? То есть я бы хотел узнать, возможно ли и как сделать нашу историю человечества до 2025 года без предрассудков, без каких-то... Это 5. Зачем нужен Илон Маск? Просто потому, что он для меня очень странный персонаж на нашей планете. Поэтому 7-й вопрос. Будет ли 3-й бой Усика с Фьюри? Мне кажется, это идеально. Идеальная 7. Слушай, спасибо тебе большое. Было уютно, мне кажется. Как ты Да. оценишь по 10-бальной шкале? 10. Однозначно. Спасибо, Рэй, за такой сетап, такие вопросы. Особенно спасибо за вопрос про замороженную капсулу и роботизированное тело и только голову. Первая мысль — это идти разбираться с тем, что там понаделал. Спасибо тебе большое. Было очень, очень приятно. Cheers. You're listening to Insight Bureau, brought to you by Mycelium and Future Stat State Studded Static Mycelium, the most remarkable bubble podcast in the galaxy. Most remarkable mistake. Wait, no, it's real. It's real. It's real. It's real.